Всем привет! Меня зовут Виктория Юрлова, я являюсь топ-тренером России по наращиванию ресниц, 22-кратным победителем и призером международных чемпионатов, обладателем гран-при, судьей и спикером. Сегодня с вами хочу поговорить на тему срока носки нарощенных ресниц. Все мои клиенты ходят с ресницами месяц, а то и полтора. Я никогда не делаю коррекцию, я всегда снимаю старые ресницы и наращиваю новые ресницы. По технике безопасности и по комфорту клиентам. Клиентам не комфортно и невыгодно несколько раз в месяц ездить на наращивание ресниц. И у нас в России ценятся те мастера, которые делают именно перенаращивание. Малое количество мастеров у нас делают коррекцию, и они не ценятся. В чем секрет долгой носки моих ресниц? Первый и очень важный пункт – это очищение ресниц до наращивания ресниц. Родные ресницы должны быть идеально промыты. Делаю я это мицеллярной водой, главное, чтобы там не было масел и спирта. Совсем недавно я придумала такое ноу-хау, взяла пенообразователь, залила сюда мицеллярную воду, и он мне выдает вот такую пену. И этой пеной я прочищаю именно межресничку. Я беру пену ватной палочкой и хорошо, как ёршиком, прочищаю именно межресничку, то есть кожу, которая находится внутри ресниц. Это первый пункт хорошей носки ресниц, тщательно промытые ресницы. Далее вы хорошо их обезжириваете, для того, чтобы клей хорошо сцепился с натуральной ресницей. Второй пункт хорошей носки – это правильная работа с клеем. Посмотрите, в каких условиях вы работаете и какое количество клея вы набираете. От этого зависит носка ресниц. И третий очень важный пункт – это контактная зона искусственной ресницы с натуральной. Искусственная ресница, либо искусственный пучок, должен плотно прилегать к натуральной реснице. Не должно быть отслоек. Если будет какая-то малейшая отслойка, такой пучок выпадет через 2-3 дня. И это будет некачественный мастер. Поэтому уходите от коррекций и делайте только перенаращивание. И ваши клиенты вас будут ценить. Промывайте идеально глаза, правильно работайте с клеем и делайте правильную зону сцепки. Далее, на протяжении всего месяца, чтобы ресницы выглядели аккуратно и красиво и не мешали клиенту, вы должны правильно выстраивать направление. Каждый пучок, который вы ставите, кончики каждого пучка должны смотреть в любой зоне на вас. Пучки не должны пересекаться, так как наши ресницы в сутки растут на 0,12 мм. И если вы не будете соблюдать направление, у вас пучки будут расти в разные стороны. А ваша задача, чтобы у вас пучочки росли один под одним и ровно наверх. И тогда клиент месяц проходит с идеальными ресницами, и он вас будет ценить, и вы обязательно сможете поднять прайс и не потерять клиентов.